Здравствуйте, друзья! В одном из прошлых видео я рассказывала вам о физических причинах, по которым иногда не получается сбросить лишний вес, хотя прилагается для этого масса усилий. Сейчас предлагаю рассмотреть психологические причины неудач при похудении, как сейчас модно говорить. Разберемся в психосоматике лишнего веса. И я обязательно дам вам советы, что предпринять в таком случае и чем можно самому себе помочь. Дорогие друзья, ставьте, пожалуйста, лайки этому видео и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, и вы не пропустите мои следующие видео. Итак, начнем. Всем известны 4 самые распространенные и надуманные отговорки, которые обычно можно услышать от безуспешно худеющих людей. Это, как правило, наследственный фактор, замедленный обмен веществ, гормональные сбои или широкая кость. Очень часто дамы ссылаются на то, что у них широкая кость. Многие из нас слышали подобное от людей с избыточным весом, и даже не один раз. И все они винят не себя, а именно то, что жизнь у них так сложилась. В действительности, как ни печально, истинной причиной лишнего веса является банальное переедание. Оно заключается в нарушении пищевого поведения и отсутствии культуры питания. Люди с такими отклонениями привыкли заедать все свои эмоции, потому как постоянно жалеют себя и не желают подвергать себя неприятным переживаниям. Они склонны игнорировать сигналы своего тела и не способны распознавать и удовлетворять свои потребности. Их не покидает ощущение собственной беззащитности и чувство недостаточности сил для достижения цели, а также они постоянно злятся на самого себя. Импульсивное переедание, конечно же, представляет собой нездоровое отношение с едой, но оно более безобидно, чем компульсивное. При импульсивном проявлении переедания можно увлечься тортиком на каком-то празднике или перед экраном телевизора слопать целых 3 порции любимого блюда. При этом получить истинное удовольствие от содеянного, а уже на следующий день легко вернуться к нормальному режиму питания. При развитии компульсивного переедания речь об удовольствии от еды уже не идет. Это настоящая, а не мнимая зависимость. Все мысли такого едока зачастую сосредоточены на том, какую еду он купит и как с ней уединиться. Такое расстройство чаще всего возникает от тревожности или стресса разной степени тяжести, от неприятности на работе до потери близкого человека. И проявляется как неконтролируемая тяга есть без остановки. Оно считается одной из наиболее частых причин ожирения. Становится понятным, что таким расстройством пищевого поведения подвержены люди, страдающие от повышенного уровня тревожности и депрессивных состояний. Из-за низкой самооценки и потери контроля над своей жизнью, таким людям не помогают ни призывы взять себя в руки, ни очередные обещания, ни новые диеты и таблетки. Вот 5 основных критериев, по которым можно судить о типе пищевого расстройства. Первое. Переполнение желудка после еды доставляет дискомфорт. Второе. Каждое очередное переедание постоянно сопровождается чувством вины и отвращения к себе и подавленным настроением. Третье. Очень быстро поглощается даже большая порция еды. Четвертое. Человеку нравится есть в одиночестве. И пятое. Человек ест даже тогда, когда не голоден. Если из 5 перечисленных критериев вы замечаете за собой хотя бы 3, то стоит задуматься и до обращения к психологу попытаться самому себе помочь. Дальше дам вам несколько советов, следуя которым вы с большой вероятностью сможете справиться с собой и своими расстройствами собственными силами. Научитесь отличать биологический голод от голода психологического. И утолять пищей нужно только первый, а психологический голод поможет унять отвлечение. Можно заняться своим хобби, выйти на прогулку или пообщаться с друзьями по телефону, в социальных сетях. Ни в коем случае не следует резко садиться на жесткие диеты или, что еще хуже, голодать. В долгосрочной перспективе эти приемы не дадут результата. Прежде чем вы добьетесь желаемого, вы рискуете загнать себя в депрессию, вследствие чего может произойти нарушение обмена веществ и будет накапливаться жир. Не стесняйтесь попросить своих близких о помощи, пусть они присутствуют при ваших приемах пищи и общаются с вами. Это поможет вам съесть меньше, чем в одиночестве, а также меньше, чем при чтении или сидя перед телевизором. Покупайте продукты, которых вам хватит ровно на 1 день. Не забивайте холодильник до отказа. Отдавайте предпочтение низкокалорийной пище. Полюбите, наконец, овощи и фрукты. Не отправляйтесь в продуктовые магазины, будучи голодным. Предварительно составляйте список необходимых покупок,
чтобы не гулять по магазину больше, чем нужно. Не подразделяйте продукты на категории «можно» или «нельзя». Можно все, но в разумных пределах. Жесткие запреты ни к чему хорошему не приведут и могут спровоцировать срыв. Главное, не поглощать еду бесконтрольно. Позволить себе десерт на празднование дня рождения – это нормально, а уничтожить целый торт в одиночестве перед экраном телевизора – это уже отклонение. И серьезно подойдите к вопросу выбора альтернативного способа снятия напряжения. Это может быть любое хобби – танцы, песни, настольные игры, кроссворды и многое другое. В общем, все, что вашей душе угодно, лишь бы это помогало вам отвлекаться от мыслей о еде. Попробуйте следовать этим советам, и у вас появится понимание того, что сваливать появление лишнего веса больше не на кого и ни на что. И решение этой проблемы только в ваших собственных руках. А еще научитесь любить себя. Когда вы полюбите свое тело, вы с легкостью сможете отказаться от вредной пищи и отдать предпочтение физической активности. Также потребуется развивать навык отказаться от сиюминутного удовольствия в пользу желаемого результата, пусть даже и не моментального. Также необходимо трезво оценивать свои способности и ограничения и укреплять мотивацию. Пусть ваши усилия будут минимальными и последовательными, но посильными и адекватными для вас. Попробуйте, у вас обязательно все получится. Я верю в вас. Желаю вам с легкостью достичь желаемого результата. Спасибо, друзья, что посмотрели видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, как вы боретесь с лишним весом. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего вам доброго!